Всем здравствуйте! Меня зовут Любовь, и вы на моем канале Любовь Вязание. Хочу поблагодарить всех зрителей, которые пересмотрели мое предыдущее видео, там, где я не одна, а вместе со своей дочкой. Очень много приятных, теплых комментариев написано. Мы их все перечитываем и очень вам благодарны. Такие комментарии вдохновляют на дальнейшее творчество, снимать новые видео, мастер-классы и выкладывать их на канал. Очень вам за это благодарны. И вот, как видите, теперь представляю вам свою новую игрушку. Вот такую единорожку, связанную из полухлопковой пряжи. Игрушка может самостоятельно сидеть. И вот так смотрится вот сбоку. У этой игрушки вывязываем ножки и носик, мордашку. Далее вяжем туловище. Задние ножки мы пришиваем. Передние ножки ввязываются. Вяжем голову. Когда вывязываем голову, ввязываем носик. И завершаем вязание. Рог пришивной и пришивные кудряшки и хвостик. Эта единорожка связана за принципом вот этой козочки, но у них схемы немного отличаются. Это вот ножки. У единорожки я сделала длиннее, потому что захотела, чтобы они вот как полностью опускались вот до низа. А у единорожки, она когда сидит, у нее вот ножки немного как вот приподнятые. Вот так. Ну и, конечно же, в мордашке тоже вывязываются по-разному, так как у единорожки здесь мы привязываем. И большее количество столбиков в голове у единорожки. Ссылку на мастер-класс этой козочки я тоже оставлю под видео на видео, если она вам понравилась. Переходите и вяжите. Также вот рассмотрим по сантиметрам, сколько получается единорожка. Замеряю от уша без рога, то 9 сантиметров, а если с рогом, то 10 сантиметров. Такая небольшая и красивая. Пряди можно как назад убирать, так и вперед. Для этой единорожки я использовала полухлопковую пряжу. Вот. Это все джинс Ярнард. 50 граммах 160 метров. Вязала крючком 2 миллиметра. Для пряди я использовала вот такую пряжу меланжевую. Это тоже Ярнард или джинс Crazy, не знаю, этикетки у меня, к сожалению, не осталось, но по толщине все такая же пряжа, потому что это одна фирма. И давайте вместе с вами будем вязать вот такую красоту. Свяжем ножки, делаем кольцо амигуруми, и я взяла розовый цвет. В это кольцо вязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затянули. В первом ряду 6 столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. Будет 6 прибавок. И в конце второго ряда получится 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Во втором ряду 12 столбиков. Третий ряд провязываем 12 столбиков только за заднюю стенку. Одеваем маркер. И вот так довязываем до конца ряда. Последний столбик в третьем ряду будем завершать желтой пряжей. И теперь 12 столбиков, это уже четвертый ряд, провязываем желтой пряжей. Розовую нить тоже отрезаем. Желтый и розовый цвет связываем на 2 узелка. Последний столбик вот желтым цветом завершаем уже на основной цвет. У меня это сиреневый. Пятый ряд, 12 столбиков, вяжем уже основным цветом. Желтую пряжу отрезаем и связываем тоже на 2 узелка. Шестой ряд тоже провязываем 12 столбиков. Седьмой ряд вяжем 2 столбика, 1, 2 и убавка. Повторяем так 3 раза, и в конце седьмого ряда будет 9 столбиков, и нижнюю часть наполняем наполнителем. Восьмой и девятый ряды тоже провязала по 9 столбиков, и вот наполнила наполнителем нижнюю часть. Десятый ряд, убавка. И провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 10 ряду 8 столбиков. 11 и 12 ряды провязали по 8 столбиков. Сложили ножку пополам и провязываем 4 столбика за 2 стороны. 1, 2, 3 и 4. У этой ножки отрезаю коротенькую ниточку. Вот 2 ножки делаем с коротенькими ниточками, так как будем их вязывать, и 2 ножки с длинными ниточками, потому что будем их пришивать. Свяжем носик, мордочку, сделали кольцо амигуруми, ввязываем
в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем, получилось 6 столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 прибавок, получилось 12 столбиков. Третий ряд, 1 столбик и прибавка. Повторяем 6 раз. В конце третьего ряда 18 столбиков. По 18 столбиков провязываем 4 и 5 ряды. Ниточку оставляем коротенькую, так как носик будем ввязывать. Свяжем ушки, делаем кольцо амигуруми и ввязываем в это кольцо 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Колечко затягиваем. В первом ряду 4 столбика. Во втором ряду провязываем 1 столбик, 1 столбик. В следующий прибавка. Так повторяем 2 раза. Снова 1 столбик и прибавка. Получилось 6 столбиков. Третий ряд провязываем 1 столбик, 1 маркер, чтобы был для вас ориентир, и прибавка. Так повторяем 3 раза. В конце третьего ряда 9 столбиков. Четвертый ряд, 2 столбика, 1, 2 и прибавка. Снова повторяем так 3 раза. В конце четвертого ряда 12 столбиков. Пятый ряд, 1 столбик и прибавка. Повторяем так 6 раз и в конце пятого ряда 18 столбиков. Шестой ряд, ушко складываем пополам и провязываем 9 столбиков за обе стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Ниточку отрезаем так, чтобы было чем пришивать. И получается вот такие ушки. Свяжем рог. Беру желтый цвет, делаем кольцо амигуруми и ввязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. В первом ряду 6 столбиков. Во втором ряду провязываем 1 столбик. В следующий прибавка. Повторяем так 3 раза. И в конце второго ряда будет 9 столбиков. По 9 столбиков провязали 3, 4 и 5 ряды. Также оставили нить для пришивания. И берем наполнитель, наполняем наполнителем.
Вяжем тело, берем основной цвет, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Колечко затягиваем. В первом ряду 8 столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 8 прибавок. И в конце второго ряда 16 столбиков. Третий ряд, 1 столбик, следующий прибавка. Повторяем так 8 раз. В конце третьего ряда 24 столбика. Четвертый ряд, 3 столбика, 1, 2, 3 и прибавка. Повторяем 6 раз. В конце четвертого ряда 30 столбиков. Пятый ряд, 4 столбика, 1, 2, 3, 4, прибавка. Повторяем 6 раз. В конце пятого ряда 36 столбиков. По 36 столбиков провязали с 6 по 10 ряд. 6, 7, 8, 9 и 10 ряды. 4 убавления. 1, 2, 3 и 4. Теперь столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. И еще 2 убавки. Первая и вторая. В конце 11 ряда 30 столбиков. 12 ряд тоже провязываем 30 столбиков без изменения. 13 ряд, 3 столбика, убавка. 1, 2, 3, убавка. Повторяем 6 раз. В конце 13 ряда 24. В 14 ряду будем вязывать передние ножки. И вот будем вязывать их здесь впереди. И смотрите относительно вот убавок, которые мы делали сзади, чтобы оно располагалось симметрично. Я привязываю 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот здесь уже начну ввязывать
первую ножку. Вы смотрите по своей плотности вязания, возможно, у вас получится немного по-другому. Беру ножку с коротенькой ниточкой, которую ввязываем, и провязываю 4 столбика вместе с ножкой. 1, 2, 3 и 4. Беру вторую ножку с коротенькой ниточкой и рядом возле первой провязываю вторую 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И до конца ряда остается 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 24 столбика без изменения. И вот так вот ножки располагаются впереди близко друг к другу. Можно взять наполнитель и немного наполнить наполнителем, чтобы было более понятно, в тех местах вы привязали ножки или нужно их переместить немножко. И вот я немного наполнила. Следующий ряд 15. 2 столбика, 1, 2, убавка. Повторяем 6 раз. В конце 15 ряда 18 столбиков. 16 ряд, 4 столбика, 1, 2, 3, 4, убавка. Повторяем так 3 раза. В конце 16 ряда 15 столбиков. Теперь вывязываем голову, 17 ряд, и это 15 прибавок. Вяжем так до конца ряда. В конце 17 ряда 30 столбиков. 18 ряд, 4 столбика, 1, 2, 3, 4, прибавка. Повторяем так 6 раз. В конце 18 ряда 36 столбиков. 19 ряд, 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. Повторяем 6 раз. В конце 19 ряда 42 столбика. 20 ряд, 42 столбика. Довязываем так до конца ряда. В 21 ряду будем вязывать носик. Вот впереди я отметила 9 столбиков, где будет располагаться носик. Вы смотрите по своей плотности вязания. Возможно, немного может не совпасть с моей плотностью и будет смещение петель. И начинаем 21 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Убираем маркер. Берем носик и 9 столбиков провязываем вместе с носиком. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее вяжем 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 22 ряд. Снова 20 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Переходим на носик, чтобы здесь не было никаких дырочек. Я буду делать вот накид на крючок петельки из того столбика, из которого уже вывязали вот по голове, и перехожу на носик. Это будет один столбик на носике. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Снова будем переходить на голову, чтобы здесь не было никаких дырочек. Из того столбика, что вывязывали столбик, сделали вот так накид на крючок и переходим на голову. Так, этот столбик, вот он. И провязываем их вместе. До конца довязываем 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. 42 столбика без изменения. Вот что получается. По 42 столбика провязали 23, 24, 25 и 26 ряды. 27 ряд. 5
3, 4, 5, убавка. Повторяем 6 раз. В конце 27 ряда 36 столбиков. 28 ряд, 4 столбика, 1, 2, 3, 4, убавка. Повторяем 6 раз, в конце 28 ряда 30 столбиков. Вставила глазки 10 миллиметров, они расположены между 25 и 26 рядами, и между глазками 9 столбиков. Двадцать 29 ряд, 3 столбика, 1, 2, 3, убавка. Повторяем так 6 раз. В конце 29 ряда 24 столбика. И берем наполнитель, наполняем игрушку. Вот, хорошо наполнили наполнителем. 30 ряд, 2 столбика, 1, 2 и убавка. Повторяем 6 раз. В конце 30 ряда 18 столбиков. 31 ряд, 1 столбик, следующий убавка. Снова так повторяем 6 раз. В конце 12 ряда, в конце 31 ряда 12 столбиков и дозаполняем наполнителем. Последний 32 ряд — это 6 убавлений. Довязываем так до конца ряда. Прячем верхнюю дырочку за передние стенки каждого столбика. Доходим до того места, с которого начинали, и затягиваем. Вкалываем в середину иголку и выводим сбоку. Вот дырочку спрятали, эту ниточку можно отрезать. Сделаем утяжку для глазиков. Вкалываем внизу головы иголку и выводим возле глазика. Хвостик оставляем внизу. И переходим на второй уголок этого же глаза и выводим иголку через один столбик от ниточки, которую оставили. Также делаем со вторым глазом. Теперь подтягиваем ниточки и завязываем на узелок. На один перехожу на второй глаз. Делаем такую же утяжку, как вот на первом глазике. Смотрим, чтобы все было одинаково. И теперь можно завязывать по второму узелку. И прячем эти ниточки снова в середину игрушки. Я прикрепила вот булавками ножки, там, где они должны располагаться, для того, чтобы игрушка вот так устойчиво сидела. И сейчас будем их пришивать. За основную деталь. Теперь за столбики на ножках. Снова основная деталь, столбики на ножках. Основная деталь, снова столбик на ножке и основная деталь и столбик на ножке. Теперь, как вы видите, ножка вот так болтается.
Кому нравится, можно так оставить. Я хочу немножечко ее пришить, чтобы она вот так держалась возле туловища. Вот немного отступаю место. И вот так сделаю стежок вот верхней части. И перехожу теперь в нижнюю. И также сделаю вот снизу. Вот видите, ножка уже держится. Можно делать узелок и прятать эту ниточку. Также пришиваем с другой стороны. Вот так прикрепила булавками рог на голове. И теперь пришиваем за голову. Теперь за столбики, там где вот рог. Снова основная деталь. Теперь рог. И так пришиваем по кругу. Вот так пришила рог. И теперь прикрепила ушки. Прикрепила их как дугой вот таким треугольничком. И тоже вот пришивать будем за основную деталь. Теперь вот так за столбики на ушках. Снова основная деталь. Столбики на ушках. И пришиваем вот дугой, так как вы их прикололи. Так пришиваем, делаем узелок, прячем ниточки. Оформила мордашку единорожки, вышила носик, реснички и бровки. Теперь сделаем гриву. Набираем цепочку из воздушных петель. Я набрала 50 воздушных петель. Можно набирать больше, меньше, как вам нравится. И во вторую воздушную петлю провязываю столбик без накида 1, в следующую 2, 3 и прибавка. Так буду чередовать до конца ряда. 3 столбика и прибавка. 1, 2, 3, прибавка. Если хотите, чтобы локоны были более закручены, то можно провязывать 2 столбика прибавка или 1 столбик прибавка и набирать цепочку из воздушных петель, конечно же, длиннее. Вот довязала до конца локон, вот такой он получается. Теперь я нить не отрезаю, а снова набираю цепочку из воздушных петель. И снова вот провязали цепочку из 50 воздушных петель. И во вторую воздушную петлю также провязываем вот 3 столбика без накида и прибавка. И вот одну воздушную петлю я не довязала, я ее оставляю, чтобы было такое немного пространства. И снова начинаю набирать цепочку из воздушных петель. И так вяжем
столько вот этих прядушек, сколько вы хотите, чтобы было их на игрушке. Вот получается такая грива. Я связала 5 прядей. И вот так, там где рог, вот прикладываем 2 пряди. Можно вот так наперед и по кругу пришить. Также сделала хвостик. Всего 3 пряди. Набирала цепочку 25 воздушных петель и вязала тоже по такому принципу: 3 столбика и прибавка. И вот тут, где хвостик, будем пришивать. Вот немного приколола булавками и пришиваем за столбики на голове игрушки. И за столбики на кудряшках. Пришиваем все близко возле рога. Снова за голову игрушки. И за столбики, там где пряди. И ниточку подтягиваем. Пришиваем так до конца этих прядей. И таким же образом пришиваем и хвостик за основную деталь и за столбики на хвостике тоже. И вот так уже смотрится единорожка с пришитой гривой и с хвостиком. Такие 3 пряди. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!